я не могу в целом оценить пропорцию бровей, так как фотография выполнена немножечко не в правильном ракурсе. То есть вот эти волосочки можно было немножечко тоже подтянуть, как бы их на верхушечку. Волоски на узкую форму сделать практически невозможно, это просто будет некрасиво. Надежда Парамонова, эксперт в области перманентного макияжа, профессиональный визажист, автор и преподаватель базовых курсов по перманентному макияжу, в профессии более 8 лет. Создатель уникальных авторских техник микроблейдинга и аппаратных волосков, многократный участник, спикер и судья на чемпионатах, конгрессах, конференциях. Обладатель Всероссийской премии Interpermanent Awards 2021 года в номинации «Лучшие техники». Победитель международного чемпионата Wall of Russia 2023 в номинации «Волосковая техника». Здравствуйте, мои дорогие мастера! Мы продолжаем наши разборы. И следующая работа в технике микроблейдинг. Хочу отметить, что мне очень нравится эта работа, потому что здесь полностью выдержанная форма. Здесь зафиксирован верх, вот эта часть, и нижняя часть. Волосочки, которые идут в основании брови, они также немножечко подвытянуты. У нас с вами здесь более такие зачесанные брови и более пушистые. Мне бы хотелось немножечко добавить вот сюда волосков, чтобы она более гармонично смотрелась. Но это все можно добавить на коррекции, поэтому работа очень достаточно неплохая, хорошо сфотографирована, полностью зафиксированы волоски. Единственное, возможно, я бы меньше ставила волосков, так как есть очень высокий риск того, что они при заживлении немножечко подсплывутся внутри, потому что нужно все-таки всегда соблюдать расстояние при работе в технике микроблейдинг. Ну и в аппаратных волосках тоже. И мы переходим к следующей работе. Данная работа также у нас в технике микроблейдинг. Что хочу сразу отметить. Очень сильно много и часто стоят волоски. Сразу вижу пересечение и переплетение. Обратите внимание, некоторые волоски светлее, некоторые волоски темнее. В данной части будет заглубление, потому что здесь немножечко нажим был сильнее. Белесость и краснота – это нормально, это реакция кожи. Мне нравится основание, то, что мастер его хотел распушить, скорее всего. То есть вот эта часть, она пушистая, но красивее, когда волоски все-таки подвытянуты немножечко наверх. В технике микроблейдинг очень тяжело сделать объем, потому что волосок, он всегда одинаковый. Если в аппаратных волосках мы его запудряем, да, и мы его затемняем внутри, то в технике микроблейдинг этого сделать, к сожалению, невозможно. Если наши клиенты хотят более пушистые брови без четкой формы, то все-таки микро дает более такую четенькую форму. Это тоже нужно учитывать. В целом работа неплохая, но я бы порекомендовала мастеру контролировать нажим манипулы, больше рисовать и все-таки не так часто ставить волоски. В любой технике с первого раза сделать итоговый рисунок невозможно, потому что эта техника, волосковая техника, всегда делается в два этапа. Первый этап – первичная процедура, и второй этап – коррекция. И на коррекции как раз мы уже смотрим, как кожа приняла пигмент, как у нас брови зажили, как ухаживал клиент за перманентным макияжем, с чем он к вам пришел и какой остаток у нас в коже. И уже на коррекции мы добавляем, допушаем волоски, мы восстанавливаем те волоски, которые у нас не прижились по той или иной причине, да, и уже смотрим, как комфортно ходить клиенту. Бывает такое, что приходя на коррекцию, наши клиенты хотят все-таки чуть-чуть немножечко пошире сделать, да, дотянуть и распушить. И никогда не нужно это делать на первой процедуре. Возможно, на первичной процедуре ему будут нравиться пушистые брови, но в дальнейшем при носке ему будет не совсем комфортно с ними, поэтому излишнюю пушистость, именно такую распушенность бровей добавляйте на коррекции. То есть когда уже клиент четко понимает и знает, что он хочет. В целом работа неплохая. Мы приступаем к следующей работе. Данная работа также у нас в технике микроблейдинга. И что могу сказать сразу. У нас есть пустоты в зоне хвостика. Здесь я вижу, что не заполнено, так как мастер
плотно проработал основание, и переходя в хвостовую часть, я не вижу здесь, даже при детальном приближении, я не вижу здесь вообще сделанных волосков. Даже когда у нас бровка очень пушистая, мы всегда полностью прорабатываем. Мы можем подставить минимальное количество волосков, но мы всегда дорабатываем полностью бровь. Ни в коем случае нельзя в одной части брови прорабатывать, а в другой части брови оставить, так как там своих достаточно много, потому что заживет она также наполовину, и так просто делать нельзя. Далее. Мне нравится, что в основании волоски идут уже сразу с наклоном. Ну, то есть нет ошибок, которые мы видели до данной работы, где волоски шли прямо. Очень важно сразу под природный рост именно подкруглять волосочек, потому что все-таки в природе волоски не растут прямо. В целом она неплохая, но нужно дорабатывать, нужно больше рисовать, и все-таки я бы не порекомендовала на такой бровке работать в технике микроблейдинг. Попробуйте работать в техниках аппаратных волосков, потому что я считаю, что в наше время сейчас каждый мастер должен уметь работать как в технике микроблейдинг, так и в технике аппаратных волосков. Это две техники, которые абсолютно разные в выполнении техническом, разные в заживлении и дают потрясающий эффект, когда выполнены правильно. Мы приступаем к следующей работе. Данная работа выполнена на латексе в технике аппаратных волосков. Я не могу в целом оценить пропорцию брови, так как фотография выполнена немножечко не в правильном ракурсе. Что могу отметить сразу? Мне немного не нравится плетение. В каком плане? Оно очень сильно идет наверх. В зоне хвостика, получается, все волоски идут в одну точку. И даже те волоски, которые, по сути, должны чуть-чуть быть ниже, так как они создают вот этот вот зачесик хвостовой части, они также все получаются в одной полости брови. То есть бровка у нас получается бесформенная. Вот эта часть, она получается у нас прямая. Также здесь присутствуют лишние волоски вот в этой части. В хвостовой части старайтесь не добавлять очень много волосков. И по идее волосочки на хвостике я бы лучше подвытянула их, немножко изменила направление и немножко их вытянула. Тогда это бы смотрелось более гармонично, более легко. А у нас получается, что очень резкий угол наклона волоска, и все стремятся в одну линию. Получается такая небольшая елочка. Все-таки волосок должен быть более такой протяжный. Далее. Я всем всегда рекомендую очень много рисовать. Первый вариант. Вы всегда рисуете на бумаге шариковой ручкой, вы тренируете свой штрих, вы тренируете плавность волоска. Второй момент. Вы всегда рисуете на коврике. Старайтесь коврики подбирать для отрисовки не плотные, которые оставляют сразу точку от аппарата, а старайтесь подбирать коврики для тренировки именно латексные, которые очень хорошо имитируют кожу клиента. Вам будет тяжелее на ней работать, но оно будет полностью имитация работы с кожей. Очень важно всегда рисовать. Я всегда говорю своим ученикам о том, что нужно рисовать везде и всегда. Вы тренируете свою руку. Если у вас сейчас не получается плавный волосок, вам просто нужно рисовать. На данной работе не хватает акцентной части. То есть мы всегда, когда заканчиваем нашу работу, расставляем акценты. Это затемнение внутри бровки. Все наши переплетения, где волоски у нас соединяются, эта часть всегда будет темнее. То есть это внутренние наши части переплетения. И волосок всегда идет на вылет, чтобы он был достаточно легкий. Здесь, к сожалению, этого не хватает. Далее мы с вами приступаем к следующей работе. Данная работа выполнена в технике аппаратных волосков. Первая ошибка, которую я вижу, она касается именно выставления ракурса, выставления света. Вам нужно учиться правильно фотографировать, правильно выставлять свет. Далее отсутствует какая-то структуризация выкладки, то есть ее в принципе здесь нет, и каждый волосок в хаотичном порядке выполнен. Я не вижу где-то четко прорисованных волосков, потому что все смотрится едино, скорее всего. Вы, когда выполняли волоски, делали пудровый волосочек, который просто сливается, и какой-то структуризации здесь нет. Плюс то, что я вижу на фотографии, это уплотнение пигментов кожи, небольшие засаженные линии. Что я вам могу порекомендовать? Во-первых, пройти повышение мастер-класс по волоскам.
больше рисовать. Прям садиться и всегда-всегда рисовать. Посмотреть уроки, мои уроки на нашем канале. Там очень много информации именно по выкладке, именно по тому, как строится рисунок. Вам надо не бояться работать вне формы. То есть волоски на узкую форму сделать практически невозможно. Это просто будет некрасиво. Волоску нужно место, где ему развернуться. Поэтому больше рисуйте. Вам необходимо поставить руку на правильный штрих волоска, потому что у нас есть два вида волоска. Есть линейный, есть более пудровый волосочек. Приходите на обучение. Далее мы приступаем к следующей работе. Данный разбор работы будет последний. Что хочу сказать. Работа выполнена в технике аппаратные волоски. Что мне сразу бросается в глаза? Нету акцентной части, то есть не выделены все переплетения внутри брови. Плюсом мне бы хотелось немножечко эти волосочки вытянуть, чтобы они были более легкие. То есть добавить по ширине. Никогда не надо бояться добавлять ширину в волосках. То есть если технически волосок сделан верно, он начинается очень легко и затемняется внутри бровки. Соответственно, по заживлению бровка как бы сужается. И вот эта вот ширина, как казалось после процедуры, излишняя, иногда она все равно уходит. Поэтому никогда не бойтесь добавлять волосок на вылет, чтобы вот эти вот волосочки, они у вас были немножечко как бы подлиннее на вылет. Сюда еще можно добавить немножко пушковых волосков, то есть какое-то переплетение. Оно не будет здесь лишнее, но по акценту и по насыщенности никогда не надо излишне много именно на хвостик добавлять. То есть самый яркий акцент на брови в волосковой технике у вас должен быть внутри. То есть вот эта зона должна быть самая яркая. Зона основания, она должна быть легкая. На основании волоски также их можно подвытянуть наверх, что тоже будет очень красиво выглядеть. Но их должно быть не сильно много. То есть если вы вытягиваете волоски больше наверх, то есть вот эти волосочки можно было немножечко тоже подтянуть как бы их на верхушечку. Вот сюда. И старайтесь как бы немножечко подзакруглить. И в целом, если подвытянуть волосочки в хвостовой части немножко наверх, и добавить именно пушковых на низ, визуальность бровки будет такая зачесанная. Не бойтесь их добавлять, не бойтесь добавлять пушковые волоски. Чаще всего очень многие мастера либо хотят сделать сразу красивый рисунок, пушистые брови за один раз, и по заживлению может получиться так, что был перебор. Либо не доделывают. Вот главное правило в перманентном макияже: лучше не доделать, чем потому что обратной дороги не будет. Обратная дорога только через удаление. Поэтому никогда не надо торопиться. Но дотягивать волосочки всегда нужно. В целом работа неплохая. Здесь правильное направление волоска. То есть нету очень резких стыковок волосков. То есть все красиво в линии. То есть вот эта вот выдержанность линий, она присутствует. Плавность линий. Это очень хорошо. Это гармонизирует нашу бровку. Но именно дотянуть, поработать с рисунком можно. И очень сильно рекомендую много рисовать. Я всем всегда рекомендую много рисовать, потому что с каждым вашим рисунком ваши работы будут меняться. Мы закончили наши разборы. Спасибо, что досмотрели до конца. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Пока-пока!